Здравствуйте, гости дорогие! Рад вас приветствовать, особенно рад вас приветствовать сегодня на канале Абориген 65, потому что его ведущий Мещеряков Виктор Викторович наконец-то стал полноправным ютубовским блогером, а именно мне разместили монетизацию, и с момента выхода последнего видео я заработал уже 85 центов. Хорошая прибавка к пенсии. Итак, более того, я даже обзавелся одним хейтером, но он такой был мелкий, некачественный, пришлось его отпустить, выбросить. Жду, когда пойдут пожирнее. Итак, сегодня мы поговорим о том японском ручном инструменте, который необходимо вращать, а именно о сверлах и циркулях. Как оно выглядит? Один из вариантов сверла я вам здесь представлю, один из вариантов кири. Что для чего они используются, расскажу попозднее. И вариант циркуля. Вот такой вот маленький циркуль. Очень удобный в школьном портфеле. Положил. И главное, круги, которые вы начертите на парте, невозможно будет убрать никогда, из какого материала парта не была сделана. Даже если она металлическая. Итак, приступим. Итак, что мы имеем в плане циркулей? Вот здесь представлен весь набор циркулей, который у меня есть. Приобретен в Японии или сделан самостоятельно. Начну я рассказ от самой древности к современности. Итак, приступим. Итак, циркуль. Циркуль по-японски называется бунмаваши. Самый примитивный циркуль, который я видел живьем в мастерской наследника старого бондаря, это была обычная линейка, ну или деревянная планочка, в которой там было насверлено десятка, наверное, 2-3 отверстий. Даже не обязательно иметь, ну, при необходимости можно пользоваться этой шкалой, а можно просто просверлил отверстие, чтобы поставить, даже не здесь, а вот здесь, например, отверстие, чтобы поставить точку вращения, потом просверлил аккуратненько отверстие на необходимом нам расстоянии, выставляем и просто проводим окружность, необходимую нам. Можно даже в обратном варианте, если недостаточно места. Это будет являться центром, а это будет являться проведением окружности. Ну, у меня положение стесненное, к тому же тут не хватает места, чтобы развернуться. Но, в принципе, если присмотреться, то видны следы, процарапанные на дереве. Если я бы не занимался съемкой, а занимался бы работой, это было видно бы намного лучше. Этот вариант, когда появился, никто не знает, но я подозреваю, что еще с каменного века известен. Следующий вариант бунмаваши, по-другому его называют циркуль бондаря, потому что ввиду его большого размера его используют для очерчивания окружностей для изготовления кадушек в Японии. Они бывают разного размера, больше, меньше. Ну, я сделал такой достаточно крупный. Мастера обычно их делают сами. Я решил не отставать, но все-таки отдавая дань тому, что инструмент японский. Ось вращения сделана из поломанного японского сверла, а чертилка сделана из старого клапана от моей Тойоты. Ввиду большого размера циркуля и малого размера моего верстака, я не смогу провести полную окружность. Но вы видите, я поставил, зафиксировал. И очень четко видимая окружность проведена. Вот я вам сейчас приближу, чтобы было видно. Получается достаточно качественно. Живьем на барахолке бунмаваши мне не попадались. Не думаю, что они живут долго. И у того бондаря, которого я смотрел инструмент, были только вот такие вот более простые варианты. Бунмаваши, конечно, интересный инструмент, но я его решил модернизировать. В принципе, это не моя идея, а эта идея витала в воздухе, ее сделали многие, а именно поставить сюда карандашик.
Правда, японского карандашика мне не оказалось, поэтому здесь русский карандаш. С карандашом чертить мне более удобно, чем с царапалкой. Хотя, в принципе, мне не так часто приходится чертить большие окружности. Но когда это приходится делать, подобный циркуль очень выручает. Сделать его несложно. Я не стал снимать процесс изготовления. И состоит из планки любой ровной, любого дерева с просверленным отверстием под чертилку либо карандаш. Ручки, оси вращения, я видел их прямоугольные абсолютно или круглые, в принципе без разницы. И стандартного клина. Единственное, надо помнить, что покрывать его каким-либо... Ну, вот здесь я его покрыл, только оставив непокрытыми места трения. Покрывать его лаком особенно или маслом изнутри не стоит, ибо наша задача, чтобы он фиксировался, а не скользил. Держит достаточно хорошо. В принципе, вещь в хозяйстве полезная. Циркуль бунбаваши, как и многое другое, пришел в Японии из Китая, где он известен вот в таком же виде где-то с 1 века до нашей эры. Наверняка что-то было и раньше, просто забыли нарисовать. Другой циркуль, который я приобрел в такой же мастерской, это циркуль с карандашом. Кто учился в 80-е, 90-е годы, когда доски еще были с мелом, помнит, что примерно такой же агрегат был в каждом классе, как меловой циркуль. Его брат очень интересной формы. Я так и не понял, для чего именно сделана такая форма. Видимо, для того, чтобы в этой мастерской не было бунмаваши бондаря. Видимо, поэтому был сделан вот такой вот вариант чертилки, который позволяет отбрасывать максимальное расстояние при черчении. В принципе, это вот его аналог. Он мне очень понравился, потому что он подписанный. Я сначала вообще думал, что это делитель, циркуль-делитель, но не обнаружив на обратной стороне иголочек, убедился, что это просто циркуль. Очень интересный. С именем мастера. Ну и завершает нас рассказ современный вариант циркуля Шинва, который чертит на любом материале, включая металл. Инструмент для сверления по-японски называется кири. В смысле, любое сверло по-японски называется кири в традиционном варианте. Происхождение ее доисторическое. Никто даже не может сказать примерную дату появления. Но я думаю, еще в каменном веке ракушки сверлили чем-то подобным, когда каменное шильце ставили на деревянную палочку и делали подходящее отверстие. Еще лет 150-200 там назад в арсенале японского плотника было более 26 видов кири и типов. Сейчас осталось, в принципе, только 4. Я вам покажу, попробуем ими поработать, но нужно помнить, что кири, как и любой примитивный инструмент, прост в использовании, но требует определенных навыков в работе. Первый вариант – это Мицуме кири. Мицуме переводится как трехглазая. Если мы посмотрим вот на эту точку, увидим такую выборку, похожую на глаз. Их, соответственно, 3. Используется Мицуме кири для засверливания, в принципе, это зенцовка, для засверливания потайных отверстий для шурупов, гвоздей, болтов. Вот это более дешевый вариант, просто вставленный. Но это уже более такой хороший вариант, сделанный из квадратного прутка. Потому что круглый инструмент технически возможно провернуть. Квадратный или треугольный в посадочном отверстии провернуть нельзя. В принципе, самые шикарные куются вручную. Я их даже видел, но в руки они мне не попались. Так, как оно работает? Ставим кири строго вертикально. И главное соблюсти вертикальность, чтобы не поломать сверло. И движениями, которые знакомы нам по всем фильмам про каменный век, делаем вот такие движения. Ручка у кири имеет скос,
вернее расширение к низу, что помогает сверлить. Ну вот, полюбуйтесь процессом с более близкого расстояния. Сюда, соответственно, ставится гвоздик, забивается за подлицо и уходит. Длина этого кири, рабочей его части, от 1,5 до 9 сантиметров. Не забываем законы физики. Чем длиннее вот эта вот узкая часть, тем сильнее усиливая на скручивание, и она может согнуться, провернуться, либо сломаться. Поэтому очень часто для более таких мест, где неудобно работать, делается сначала маленьким, а потом большим размером. Каких-то углов заточки предпочтительных не существует. Каждый мастер делает так, как ему удобнее. Есть более крутые зенцовки, если требуется, например, под стандартный шуруп. Есть вот такие вот под гвоздики потайные. Следующий вариант называется йоцуме кири. Йоцу — это четверка, соответственно, 4 глаза, условно так скажем, по каждой грани. Это достаточно длинные инструменты. Они длиной от 5 до 15 сантиметров. Соответственно, чем длиннее инструмент, если он будет 15 сантиметров, то он должен быть несколько толще, разумеется, и более качественная сталь. Например, вот эта вот, если даже посмотреть, она немножечко изогнутая, потому что ее гнули и выпрямляли. Это магазинный вариант просто. А вот этот вариант, сделанный из высококачественно закаленной стали, его явно перетачивали, потому что он обломился у человека. А это значит, он жесткий и хрупкий. Зато у него грань более острая и получается более аккуратное отверстие. Опять же, обратите внимание. Вот перед нами качественный инструмент, сделанный из толстого квадратного прутка. И обычный инструмент, сделанный из круглого или прямоугольного. Вот это из круглого, видимо, прутика. Более дешевый. В принципе, в магазине он стоит достаточно недорого в Японии. Ну, сейчас посмотрим, как он работает. Используется йоцуме кири для деревянных гвоздей для забивания. Очень часто в видео вы можете видеть, как мастер засверливает отверстие, вставляет туда деревянный гвоздик, соединяет два, забивает его за подлицо, а потом срезает стамеской. Посмотрим более красиво данную картину. Засверливаем отверстие. Вот у меня есть вариант деревянного гвоздика прямоугольной формы. Забивается, обламывается молотком и срезается. Как видите, результат по мне просто замечательный. Вот если присмотреться, вот здесь забит этот гвоздик. Следующий вариант кири незумиба гири. Это значит мышиный зуб. Вы видите такое вот трехлопастное, так скажем, трехзубое окончание. Оно делится как бы на две категории. Вот это вот с более длинными, узенькими, тоненькими, аккуратненькими зубчиками для бамбука. Оно очень хорошо сверлит бамбук без сколов. И вот такой вот звездчатый вариант для дерева. Называется он Мицуоши гири. Его более продвинутый вариант, который использует бочкари для засверливания отверстий. Вот то же самое Мицуоши гири. Засверливается центральное отверстие, а потом вот эти вот две лопасти замечательно выбирают пробочку, которая нам требуется. Ну и ручка у него, соответственно, видите, насколько длиннее. Использование для создания более крупных отверстий потайных тоже, в принципе, зенцовка. Засверливается обычно на небольшую глубину, чтобы спрятать
например, шуруп. Еще раз поближе. В принципе, в более качественном материале типа кипариса рез получается ровнее. Но это не для пробочника. Для пробочника используется другой вариант кири. Следующий вариант называется цубо гири. В принципе, по-нашему это ложечное сверло. Ну как по-нашему? Большинство никогда его в жизни не видели, но те, кто работал, сверлил в начале 20 века, да и в середине 20 века, ложечные сверла использовали. Вот здесь два варианта. Это, так скажем, ручное ложечное сверло. Есть и условно-механический вариант, я вам покажу попозже. Помним главное. Это сверло предназначено для сверления небольших отверстий в мягком материале. Для твердого дерева оно не приспособлено. Хотя, в принципе, технически это возможно. Вот просверлили необходимое нам отверстие. Убрали пробочку. Показываем процесс в близком рассмотрении. Сверлятся отверстия обычно либо в мягком дереве кири для изготовления гетто и тому подобных вещей, тогда не сквозные, либо пробочные отверстия под пробку в более мягком материале. Не забываем, что для твердого материала оно не приспособлено. Если будем сверлить дуб вот такой длиной, учитывая даже, что это кованое хорошее сверло, его просто завернет. Обратите внимание на окончание. Вот это вот стандартное ложечное сверло заостренное, которое сверлит сквозное отверстие. А вот это вот сделано для сверления отверстий под пробки, под заделку. Дальнейшим развитием сверлильного дела в Японии стала бандуру кири. В принципе, подобный инструмент известен по всему миру, но в Японии он пришел из Китая. Этот я сделал для себя, потому что наш купил на барахолке случайно несколько вот таких вот ложечных сверел под деревянную дрель. И не найдя подходящего экземпляра, сделал себе сам недавно из подручного материала. Видео я не снимал, потому что в принципе достаточно примитивный инструмент. Я пока еще не настолько крутой блогер, чтобы каждый свой чих изображать на видео. Сделал я его из дуба. Пока делал, оно мне несколько раз упало. И дуб, как вы знаете, легко ломается в этих местах. Поэтому я сделал накладочки. В крутых европейских вариантах бронзовые. Отличие этого бандуру гири от классического японского в том, что японская где-то вот так вот короче сделана и пониже. В смысле, поближе к центру сверления. Мне при моих руках это неудобно. Поэтому я сделал вот такой европеизированный вариант. Но японцы, в принципе, его копировали. Копировали они, скорее всего, его еще с китайских вариантов. Они похожи. Потом делали уже с европейских вариантов. Работает оно просто. Конусообразное прямоугольного сечения или квадратное сверло. Такое же сходящееся на конус отверстие. Если посмотрим. Вставляем туда сверло. Оно зажимается достаточно плотно. Его задача, главное, совпадать по оси. Я попытался поместить себя в кадр с этим сверлом. Ну, видите, как оно замечательно работает. Без шума, без пыли. И соседи не прибегут вопить вам, что вы своим этим, как его называют, перфоратором народу мозги пудрите. Отверстие получается чистенькое, аккуратненькое. Причем эти сверла я не точил, взял такими, какими они есть. Делаются обычно короткие сквозные отверстия. Если нам нужно делать более длинное отверстие, нужно просто периодически вынимать и выбрасывать обрезки. Ну и завершая наш рассказ, покажу еще несколько инструментов, которые, скорее всего, являются японскими, потому что остались на Сахалине с японского периода. Это два бандуру кири и вот такой борудо кири, который использовался длительное время и у нас. В принципе, все они имеют европейское происхождение.
появились в Японии где-то в 18-19 веке. Вы видите, это еще первый вариант под 4-гранное сверло. И обратите внимание, ширина. Вот это вот, видимо, американская модель взята. Ширина здесь, а вот здесь ширина чисто японская. Вот точно так же японское деревянное сверло с дрели выглядело. Просто сделали то же самое из металла. Данная дрель интересна тем, что у нее двухлапочный патрон. Не 3, как обычно, а 2. Хотя она с реверсом, нормально. Я и даже одно время сверлил. Даже вот такой попробовал посверлить. Ну, в принципе, получается, конечно, не очень чисто, не очень красиво. Ну, сейчас попробую показать. Как я говорил, это сделано для грубых отверстий. Причем мне нужно стоять сверху и давить, что в данном случае на верстаке абсолютно неудобно. Но получается как-то так. Форма сверла очень интересная. Вот вам вариант работы поближе этим же сверлом. Разумеется, это не столярный вариант. Если его правильно заточить, наверное, она будет работать хорошо. Итак, мы сегодня рассмотрели варианты Кири, включая вот эту вот группу, которая в общем называется Маоми Кири, и группу, которая называется Бандуру Кири, уже дрели. Но это, в принципе, все, что у меня есть по японскому сверлильному инструменту. Ну, циркули там лежат в стороне. Ну да, еще поставлю вам выглядеть как ложечные сверла. Они разбиты по японскому размеру, поэтому по-русски получается в мелких миллиметрах. Ну что же, гости дорогие, мы с вами закончили еще один блок по японскому инструменту. Осталось не так много общих блоков. Это остались у меня молотки и топоры. Но там уже как бы просто молоток, просто топор. Это будет неинтересно. Я буду рассказывать про каждый, про несколько типов отдельно. Будем работать различными пилами. А также буду показывать различные типы пил и различные типы рубанков и стамесок в работе, а именно для чего они приспособлены. Но это будет по чуть-чуть. А для того, чтобы было не так скучно, я начну с помощью этого инструмента выполнять какие-либо проекты. В том числе японские плотницкие соединения. Наверное, будет следующая запись из столярной тематики, потому что будет еще не столярная тематика, но тем не менее. Следующая столярная тематика будет, скорее всего, какой-нибудь Ицука Цуги соединение. А может быть, начну какую-нибудь Асаноха и при изготовлении сёджи, кумико зайку, какой-либо вариант. Ну, смотрите, зависит от моего настроения, сложения звезд и уровня лени в организме. В общем, как всегда, бывайте здоровы, живите богато или богато, кто в какой стране живет. До свидания.